Я скажу: всем привет, Новый год уже на носу. Ты такой... Нет. Всем привет. Привет. Новый год уже на носу, стучится в дверь. А мы стучимся к вам с новым видосиком в уведомления. Открывайте. И смотрите. Ставьте дизлайки, все равно мы их не увидим. Что делают все перед Новым годом? Готовят еду и набирают... Обороты. Потом... Один оборот, второй. Короче, вот набор продуктов, притом не весь. И каждый будет делать из этого свое собственное блюдо, которое мы друг другу загадали. И это еще не все. В конце видео будет ожидать вас сюрприз, поворот в том, как эти блюда видоизменятся. Покажи сосиску в кадр. Потопали. Картошка, морковка, лук. Мы сейчас это все помоем. У тебя были какие-то клички в детстве? Меня в школе все называли типа Илюшка. Вот, я хотел, чтобы меня называли типа Илья Викторович, знаешь, это вся хрень. Но это для меня было как кличка. То есть для меня это было прям что-то такое, я думаю, вот. А в итоге сейчас с возрастом я понимаю, что ну такое милое имя. Как ты относишься к именам, которые не изменяются с возрастом? Например, Никита. Что за вопрос ты мне придумал? Тебе не кажется, что... Ты что, решил меня завалить за мытьем моркови? Тебе не кажется, что их нужно отменить? Следующий вопрос. А как тебя хотели назвать, помимо Ильи? Были какие-то еще другие? Клаудия. Надо спросить, ты хороший вопрос задал. Меня, например, Ваней хотели назвать. Картошечка зелененькая. Well done. Нам понадобится вот такая большая кастрюля. Вопрос на миллион. Если картошка зеленая, и ее варить со всеми остальными овощами, они типа протравятся? Пишите в комментариях. А, еще огурец у нас есть. А еще надо яйца отварить. Что ты смеешься? Нужно АСМР снимать. Девочки, хрустеж. Мама, я надобрусь. Ну как это, от бабушки приехали. Это его набор ингредиентов. Парижские вафли. Печенье юбилейное традиционное. Зефир ванильный. Молоко сгущенное вареное. Мармеладки жевательный микс-бар. И Несквик какао. Спасите. Тебе задание приготовить вкусный тортик. И чтобы он был в виде коровы. Потому что мы провожаем год быка. Рецепт какой? Рецепт у тебя на столе из этих ингредиентов просто. Как мне это делать? Торт называется коровка. Сколько чего надо добавлять? Я знаю, что это все съедобное. Я тоже Ты знаю. умудришься сделать из этих продуктов что-то несъедобное, то будут вопросики. Может, ходим в Макдак? В общем, тебе понадобится вот это, вот это, вот это, вот это. Оливье. Вот это вот интересно. И вот это. Сосиска в тесте. Тебе понадобится сметана еще. Курицу не творили. Ты готовишь оливье, Угу. потому что я же адекватный. Вот, а в конце ты должен будешь приукрасить и сделать из салата тигра. Как тебе такая алхимия? Ну, главное, что есть нечто оранжевое. Для тигра это самое главное. Берем печенье, открываем его. Ты когда-нибудь умел открывать печенье так же, как здесь нарисовано? Да, кстати, да. Я думаю, что никто не расстроится, если ты порвешь ее. Нет, так нельзя. Никто не расстроился. Юбилейная, пожалуйста, займитесь вашими упаковками. Надо сначала все. Для начала я беру толкушку. Кстати, видите, такая черная толкушка. Знаете, что произошло? А я вам не расскажу. Где грань между грубостью и тактом? Я тебе сейчас расскажу. В каком возрасте ты перестал верить в Деда Мороза и верил ли ты вообще в него в принципе? То я никогда в него не верил. Я был пару раз на каких-то таких домашних вечеринках. Ну, знаешь, когда приглашают всю семью, и все дети собираются. Из детского сада, по-моему, еще были дети. Ну, в плане, я же тоже был ребенком, уточнить. Заваливается Дед Мороз. Я сразу знал, что это какой-то дядька. Они его, типа, наняли. Я думал, такие они богатые. У тебя уже тогда были такие мысли? У меня уже тогда были такие травмы. Слушай, как-то все долго думал. Я проклинаю тебя. Нужно почистить овощи и яйца, потому что никто не хочет есть грязный салат. Если что, у него под столом ведро. Да, я не на пол буду чистить, так что не переживайте. Как ты считаешь,
Какая самая печальная сцена в фильме или в мультике, на твой взгляд? Меня в детстве очень, в принципе, пугала как-то тема смерти. Но я помню, как папа пытался прям выпытать у меня, что случилось с матерью Бэмби. Прям так и задавал вопрос? Что случилось с матерью Бэмби? Мне кажется, мы нашли для тигра заднюю часть. Причем это был не мультик, это была то ли на пластинке сказка, то ли что-то такое. И, видимо, он сомневался в том, что я осознаю такие вещи, и он как бы наводящими вопросами, что с мамой-то случилось, с оленихой? И я-то знаю, что с ней случилось, но я не могу это произнести. То есть мне было сказать, что она умерла. Но почему? Не знаю, как-то вот меня это в детстве очень пугало. Мне, кстати, интересно, твой папа точно учитель, он не КГБшник бывший? Но он хотел, чтобы я сам понял, осознал, что такое убийство. Звучит ужасно. Когда будут снимать мою биографию, это должно стать переломным моментом в моей судьбе. Какое было твое худшее решение в уходящем году? Сказывай начать YouTube-канал. Вот, я планирую, что мы возьмем зефир. Пахнет он не ванилью. Все 6 нужны тебе? Руки. Я так думаю, что мы их вот так вот порежем. И это у нас будет все прослоечки. Смотри, одну мы оставляем на всякий случай. Я захочу ее съесть, потому что... Нет. 3 остальных мы вот сделаем вот это вот. Нет. Нет. А что будет скреплять вообще всю эту историю? Сгущенка? Алексеевская. Ну, тараканов никаких нет, все нормально, значит. Пару чайных ложек Nesquik. Пока хватит. Вот, теперь мы добавляем, сгущену. Смотрите, какая с крышечкой. Я старался, выбирал. Какой странный запах тебе нравится? Первый раз в жизни, когда я узнал слово токсикомания. Хорошее начало. Мне купили ластик, и он был очень странного запаха. Супер едкий, да, такой? Едкий, и причем вот он не очень неприятный, но ты не можешь перестать его нюхать. Тебя прям как-то вот к нему влечет. Guilty pleasure, мы Да. поняли. Но потом как-то я проникся, и соседу по парте тоже давал, и он тоже проникся. Слушай, а ты уверен, что такие истории можно рассказывать, а то Лига безопасного интернета с Мизулиной нас просто прикроет? Это всего лишь ластик. Берем одну ложку большую, пытаем... О! Какая у тебя сладость была самая любимая в детстве? У меня есть родственники в Германии, и когда-то, давным-давно, когда я был маленький, прислали такую, такую огромную картонную коробку, и она была вся забита иностранными сладостями. Вот всякие киндеры, которых я в жизни у нас в Москве сейчас даже не вижу. Я прихожу, открываю такой, что? Я запомнил там именно Kinder Bueno или что-то такое похожее. Обыкновенное чудо есть, а это только Kinder. И там внутри орешек еще в каждой этой штучке. Да, и все это в молочном шоколаде. Кстати, тортик получится явно небольшой. И не диетический. Такой бык получится, я тебе гарантирую. Так я думаю, что из этого лука нужно будет сварганить какие-то отростки шерсти. Вспомни, пожалуйста, какой-нибудь момент, когда ты почувствовал самый сильный прилив адреналина. Эту историю я неоднократно рассказывал. Кому? Да всем. Всем рано или поздно я рассказываю эту историю. Она у меня на первом месте будет по адреналину, на втором месте другая. Это когда ты какать захотел в горах? Про эту историю я забыл. Я вытеснил ее из памяти, выместил. Это было мне лет 12. Возвращаясь домой в полдень, когда уже дома никого нету, хотел провести отличный день с игровыми приставками и с прочими развлечениями. Я схватил нож на кухне, вот так вот. Я начал орать, что я сейчас тебя убью. Он решил не рисковать и спрыгнул и бежал. У меня вопрос. А почему у нас куски картофеля в оливье размером с... Они склеенные. Какие у тебя были любимые игрушки в детстве? Я играл в кукол, в Барби. Но как я это делал, сейчас расскажу. В детском саду был такой, отдельный уголок, где девочки играют. Там всякие замки эти из пластика. У мальчика, знаешь, какая была зона? Ковер с машинками, нарисованными с дорогами. Все. И все пытались своей машинкой какой-то там найти ее, что-то там. Я такой, я сюда не влезу. Детей заранее готовили к вождению на МКАДе. И я такой, пойду проведаю, что там девочки делают. А они все, видимо, куда-то ушли. Вот эти замки, вот эти куклы. И я такой сразу...
как же это все круто будет разломать. А там стояли тракторы, знаешь, вот эти вот огромные. Я выстраивал, короче, там, вот они пьют чай, что-то такое, и брал эту машинку и так, короче, и все это ломал. Ну, так и не скажешь, вроде приличный человек. И все приходят и видят, что все разломано. И там все таки, кто это мог сделать? А у тебя там была репутация такая хулиганистая, или на тебя не могли подумать? Ну, мне кажется, не бывает плохой репутации в детском саду. Все в ужасе, воспитатели приходят, они даже не спросили, кто и чего, но они зашли и начали вот так на нас смотреть. Я думал, что случилось там серьезное. Как на детекторе лжи. Если ты, типа, нервничаешь или что-то, да, потеешь, все, тебя выдало. Меня ничего не могло там определить. Как ты считаешь, что вот сейчас является законным, а лет через 10-20 будет незаконным? Мне кажется, что буквально все. Какой твой самый неэтичный поступок в жизни? Как ты неэтично молчишь так долго, допустим, этот. Скажи мне, есть ли у тебя какой-то талисман и есть ли какое-то действие, не совершив которое, ты не можешь, например, выйти из дома? Посидеть на дорожку. На толчке? Да. Паста готова. Можно вот эти вафли выложить. Они мягенькие. Как это вообще станет Тортом? Не знаю. Во-первых, смотрите, это... Значит, ничего вам не напоминает? Ямы Навальный? Нет. Коронавирус. Я сделаю мини-торт. Главное, чтобы это было похоже на корову, ты ведь помнишь, да? Потом мы берем прослойку зефирную. Вот так. Разминаем вот так вот ее. Ну вот мы с тобой говорили про детский сад. Ты помнишь свой первый день в детском саду? Эту историю, на самом деле, очень классно бы рассказала моя мама. Я почему-то не подумал о том, что мама будет работать, и она уйдет из этого сада, когда меня отведет туда. Я подумал, что мама будет весь день со мной там. Вот, и она меня привела, она как бы меня отдает этим воспитателям, они меня вот за ручки берут. Я понимаю, что это не то. Она говорит, ну все, типа, Илюш, скоро с тобой увидимся, я вечером приду. И все. И у меня такая пелена, знаешь, перед глазами. Я испугался, что я там останусь именно. У меня не было, знаешь, вот этого различия между детским домом и детским садом. То есть ты уже знал про детский дом? Кстати, откуда, интересно? Подбегаю к окну, я забрался на этот подоконник, и я смотрю в окно, и вижу, как выходит мама, и я просто весь в слезах кричу: «Свари мне кашу куриновую!» Последний аргумент. Да. Может быть, и это заставит ее вернуться и одуматься. Нет, не заставило. Можешь, пожалуйста, дать мне кровашку? В смысле, а ты не хочешь так открыть? Нет. Я тут забыл кое-что. На данный момент там есть картофель, лук и 2 типа огурцов. Соленые и свежие. Мечтал кем-то стать в детстве? Типа космонавтом там или куклой Барби? Вот как будто бы... Наконец-то. Наконец-то. Вопросы про детство. Я с детства люблю видеоигры, благодаря папе. И больше, чем в них играть, мне хотелось их типа создавать. И я у папы спрашивал, как называется вот это вот человек, который игры делает. И он мне сказал, что это программисты делают. Как бы программист. Вот я очень много слов путал. Когда меня спрашивали, кем хочешь стать, я говорил программистом. Буду программистом. Ну, это звучит круче, чем программист. Согласен. Вот. Ну, так и я им не стал. Мне кажется, все так сейчас развивается. Сегодня ты рисуешь картину в нейросети, где котики расплавляются в пицце, а завтра ты уже говоришь: «Хочу игру, Ведьмак скачет на батарее, и оно тебе создаст». Как ты относишься к моде и вообще к одежде? Или к каким-то люксовым брендам, к масс-маркету? Ну, если как бы на себя это примерять, то дорого. А помнишь в детстве? Нет, не помню. У тебя были какие-нибудь конфликты с соседями? Чтобы я прям конфликтовал, наверное, вряд ли. Но у меня были конфликтные соседи, это немножко другое. Бывшие, типа, циркачи. Бывают бывшие Они циркачи? делали аллео? Типа того. Они там делили квартиру свою, и в какой-то момент они даже появились у Малахова на передаче. Раздел имущества там был? Там было в том числе. Так как у меня задание очень сложное, в отличие от некоторых, то это будет явно не бычок. Это какой-то гномик? Да, это гном Гномыч. Его будущая карьера. Что-то из «Звездных войн» уже. Принцесса Лея.
Ты готов к этому? Да. Ты уверен? Готовы ли к этому наши зрители? Сделай презентацию данного шедевра. Лот номер 1. Ну, это ленивец, еще мало того. Я делал ленивца. Погружаем яйца. Какое, по-твоему, самое нелепое животное в мире? Для меня нелепый – это синоним классный. Самый нелепый – это будет капибар. Капибара. Капибара? Капибара, ленивец. Вомбаты. Такой странный вопрос. Где тебя точно не ждут? Мне кажется, везде, в принципе, кроме каких-то определенных Кроме мест. Макдака. Был ли у тебя в жизни какой-нибудь нелепый подарок человеку, либо человек дарил тебе очень нелепый подарок, ненужный, несвоевременный? У меня сразу вспомнилась из детства история. То ли у меня день рождения был, то ли что-то такое. К нам приходила в гости мамина подруга. Мама откуда-то знала, что мне собирается подарить. Книжка типа игровая про супергероев Marvel. У меня такая была очень давно уже штука. И мама узнала, что эта тетя собирается подарить. И она мне сказала: Андрюша, тебе тетя собирается подарить вот этот набор. Но когда она подарит, ты ей не говоришь, что он у тебя уже есть. Скажи просто типа спасибо, та-та-та. Мне было так обидно, что как бы у меня там день рождения, и я могу получить какой-то новый подарок классный, а мне дарят то, что у меня уже есть. Я еще и должен отыграть какую-то радость. То у меня было 2 такие игры. Не очень было весело от этого. А я так смотрю, друзей у тебя особо не было, да, в детстве? Как видите, морковь я не укладывал пока в сам салат, потому что она пойдет у нас для украшения. А у тебя были такие книжки в детстве, типа энциклопедия мальчика, там, не знаю, юного джентльмена? Я в детстве очень всегда интересовался насекомыми, животными. В целом меня вот вся флора-фауна, она безумно интересовала. И У тебя были энциклопедии всякие? у меня было их столько. То есть я знал всех животных, наверное, которые только можно знать ребенку. Каких животных ты помнишь? Но меня всегда, например, впечатлял муравьед, когда там был рисунок, знаешь, почва, вот так вот, муравейник вот этот огромный, знаешь, разрезан, и он туда язык свой пускает, и я такой в детстве: ого, это шо, как это он делает? Что он себе позволяет вообще вторгаться в частную собственность? Будут полосочки тигриные из свекла. Какой едой ты бы никогда ни с кем не поделился? Вот этим вот салатиком. А что ты думаешь вот насчет смерти? Я знаю, у тебя это больная тема, конечно, но как бы ты хотел, чтобы тебя похоронили? Чтобы на могиле была ссылка на Twitch? на YouTube канал хотя бы, чтобы. Так, сейчас произведу кощунственную вещь. Рассовываю. Какая же она старая. Пахнет, конечно, не ахти как. Мне кажется, что блюдо успешно приготовлено. Посмотрите, какой прекрасный кисейн. Что-то у меня отрыжка началась какая-то, видимо, при виде салата. It's delicious. Yeah, it's yummy. Yum, yum, yum. Мистера говняшку ставим. Да. К нему даже туалетная бумага прилипла. Сколько бы ты поставил баллов моему блюду? Я бы поставил этому блюду 2022 балла. Как просто и изящно. Это браво. Надеемся, что вам понравилось. Вы тоже прекрасно проводите сейчас время за подготовкой к празднику. Надеемся, что ваш новогодний стол не хуже, как минимум. Мы уверены, что у вас все прекрасно, есть чем поживиться. Мы Желаем, чтобы все ваши мечты сбывались. Загадывайте что-нибудь интересное на Новый год, да, и оно обязательно сбудется. А если не сбылось, значит, вы просто загадывали Неправильно. Отличного настроения. А мы с вами увидимся в 2022 году тигра. И кто знает, что там нас будет ждать. А какой тигр-то? Я забыл. Как-то он называется. Цельнометаллический какой-то или что-то. Ну, бывайте. За